Всем привет! Это второй выпуск, вторая глава антропологии звука. И сегодня я вам хочу рассказать о формате RX2, о программе Recycle, а также об инструменте слайсер из комплекта Fruity Loops. Все эти три вещи объединяет одно — это сэмплирование. И, собственно, сегодня о нем мы и будем рассуждать, говорить и использовать. Что же такое сэмпл? Сэмплирование. Сэмпл — это кусочек звука. То есть кусочек трека или какой-то сам звук. Сэмплирование, естественно, подразумевает под собой, что мы будем манипулировать этими кусочками. Техника эта, в принципе, к нам приходит из хип-хопа и раннего джангла. Там очень часто использовали сэмплирование, и многие композиции состоят полностью из сэмплов, что потом, собственно, перешло в другие стили музыки, в электронную музыку, в частности, раннее творчество Prodigy — это целиком сэмплирование, то есть там очень редко применяются какие-то уникальные звуки, там, по-моему, только синтезатор изредка, еще что-то там, бейс написано, а все ударные, все звуки — это сэмплы с других пластинок. То есть, чтобы так грамотно соединять треки, нужно быть очень разбирающимся человеком и в музыке, и, собственно, быть ценителем музыки. То есть есть такая категория людей, диггеры, которые ищут старые пластинки, какие-то уникальные треки, редимы, нарезают их и делают из них композиции или просто слушают. Собственно, это дает огромные возможности. То есть, кроме того, что вы получаете какой-то старый звук, у вас появляется уникальный звук свой. Я, допустим, очень часто использую, практически всегда, это сэмплирование для написания ударных. То есть почти все ударные у меня основаны на каких-то старых сэмплах, вырезанных с пластинок, уже известных или которые я сам сделал. И сегодня, собственно, я буду рассказывать, как я это делаю, как я это использую. Ну, собственно, первый шаг — это нужно найти трек, в котором есть редим, то есть ударный, если вы хотите сделать сэмпл ударных, либо если вам нужна какая-то мелодическая часть, то вам нужен этот трек с мелодической частью. То есть сейчас я найду. Сегодня я буду использовать сэмпл из трека композиции Джимми Хендрикса. Это блюз. Кстати, в блюзе очень много интересных можно найти вещей. Трек называется Along the Watchtower. Возможно, я неправильно прочитал, но простите за мой английский. Включать я его, наверное, не буду. В принципе, в сети вы его найдете. Это довольно-таки известная композиция с просто обезбашенными соляками. Довольно грязная по звучанию. В общем, я вырезал из нее кусочек и зациклил. Там где-то 8 ударов. Звучит сейчас это вот так. В принципе, вы слышали, то есть 4,4, примерно 1 квадрат грязного звука, но очень интересного. На заднем плане можно там услышать очень и очень интересные ударные, то есть, все это вживую, естественно, игралось, то есть уникальная композиция. Потом понадобится программа Recycle. Эта программа берет свое начало в 1994 году. Автор программы, вернее, не автор, фирма, которая выпустила программу, это Propeller Head. Я думаю, она вам также известна по программам Reason. То есть формат RX2 напрямую связан с Recycle, это его формат. Вначале это был формат REX, потом, когда его доработали, это стал формат RX2. Что, собственно, делает эта программа? Имеет она вот такой интерфейс. У нас есть возможность сюда загрузить сэмпл наш в формате WAV, потому что MP3 она не понимает. Я его уже вырезал, вы помните.
Она его загружает. Мы ее имеем возможность видеть сэмпл. И программа это для того, чтобы расставлять метки. То есть мы можем наш сэмпл еще разбить на какие-то кусочки. Кусочки эти называются слайдсы. То есть от английского slides разрезать. Позволяет она делать это как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме. То есть вот есть ползунок Sense Sensivity. Если я сейчас буду двигать, то программа будет искать разницу перепадов, пики, то есть какие-то удары, клэпы, там еще какие-то громкие звуки и делать по ним метки. То есть вот мы можем посмотреть. Первые я на сэмпл нашел, оп, и другие. То есть и можно послушать, естественно. Зачем нам разбивать вот на эти сэмплы? Дело в том, что когда вы пишете какой-то трек, то очень редко ваша скорость, которая вам нужна, совпадает со скоростью трека, со скоростью и тональностью трека, который вы взяли за основу. В данном случае это не ударные, понятно, здесь просто какая-то мелодичная составляющая, поэтому вдвойне сложнее, тем более здесь звук грязный. Я знаю, что здесь 2 квадрата, поэтому вот здесь мне нужно указать, сколько квадратов, чтобы программа рассчитала скорость. И, в принципе, вы видите, что оригинальная скорость трека была 114, а мне нужна примерно 158. То есть, когда мы их разобьем на слайдсы, этот кусочек, и сохраним его в своем формате, то когда мы будем повышать скорость трека, эти кусочки будут автоматически подстраиваться под сетку программы, под скорость. То есть она будет актироваться. Собственно, что здесь еще нужно? В принципе, удаляем лишние метки какие-то, которые неправильно поставлены или не нужны. Можно как-то их подвигать, если вот вы видите, что вот здесь клэп, допустим. Видите, он неправильно стоит. То есть надо его подвинуть и выставить правильно, чтобы он звучал сразу. Тут тоже, видите, неправильно выставил. Но это потому, что композиция очень грязная, и здесь сложно понять, где что в программе. После этого всего мы сохраняем в родной формат, в RX2. Вот он у меня уже сохранен, то есть я его не буду пересохранять. И получаем файлик формата RX2, который можно использовать в любой программе, которая его поддерживает. А это практически большинство редакторов, в частности Fruity Loops. В Fruity Loops для распознавания этого формата есть собственный инструмент, который называется слайсер. Он этот формат понимает. И в частности, в принципе, сам может резать, даже закинуть туда файлик, он его сам порежет и будет работать. То есть мне нужно его... Он уже открытый, но сейчас я сдублирую и покажу, как это делать. Вот, сейчас. Load sample, выбрать. Он его загрузит. Вот так. И по умолчанию даже выстроит. То есть, видите, по сетке. Скорость 158, обратите внимание. То есть, если вот послушать, как он сейчас его раскидал, хотя он будет звучать не очень. То есть, он сэмпл этот ускоряет, но ускоряет правильно. Мне, в принципе, оригинал сэмпла не нужен. Я буду его использовать по-другому. И поэтому я его удаляю. Так, удаляю. Сейчас давайте посмотрим, какие основные функции здесь есть. Так, сейчас. Значит, понятно, загрузить сэмпл, сохранить сэмпл. Сохранить это, если вы закинете сюда какой-то MP3 файл, то сама программа его порежет, слайсер. То есть не нужно тогда в рецикле делать, но в рецикле лучше делать. Почему? Потому что там более полный набор инструментов, проще, удобней. Потом позволяет выстраивать вашу композицию, вот эти инструменты, чувствительность. То есть можно просто разбить на 4 кусочка, видите? Раз, он будет каждый 4-й такт бить. Можно ловить, вот, допустим, medium auto slicing, то есть он будет в средний перепад ловить и как-то выстраиваться. Собственно, почему я пользуюсь всегда рециклом, потому что там я точно могу поставить, где клэп, где удар, то есть сам выставить, сохранить, и оно у меня уже будет в формате нужном мне. Так, и последняя вкладочка, вот это как она будет строить эти кусочки уже в самом секвенсоре. То есть normal, он его выстроит подряд, reverse, он эти сэмплы выставит наоборот, то есть с последнего к первому. Ну и там другие какие-то варианты есть. Рандомный, еще какие-то. Да, рандомный, вверх, вниз. Тут со всякими, допустим,
Shift-Up, он еще и октаву там будет поднимать, но это нам не нужно. Потом настройки самого слайдера, какие есть. Animate, это он будет показывать, ну, анимировать то, что играется. То есть, если играется sample, то он будет перетекать, показывать. Play to End, очень важная настроечка. Кстати, обратите внимание, когда я вот щелкаю по слайдам, я вот эти все настроечки применяются строго к одному слайду. Не ко всему сэмплу, а к одному слайду. Вот этому. Сейчас я вернусь. Сейчас вот к этому, чтобы было тут меньше их. Вот, допустим, да. Play to End. Когда мы просто играем один слайд, вот сейчас он находится на ноте, ну, второй, да. То когда стоит play to end, он его проиграет и будет продолжать играть до конца. Но если я выключу это, то он проиграет только этот кусочек, вы видите. Оп. А если включено, то и дальше. Ну, в зависимости от трека, вам нужна эта настройка или нет. Вот эти настройки применяются для, опять же, для обрезания автоматического. В принципе, здесь это не нужно. Ух ты. Бывает. Сейчас я перезагружу трек. Бывает. Так, вернемся, да. Потом, что у нас здесь есть еще? Это pitch shift, то есть вы можете еще ваш кусочек по тональности повысить или понизить, если такая надобность возникла. Это, как бы это объяснить, стретч, растягивание сэмпла. То есть если сэмпл не влазит, как он его будет растягивать? Быстрее, медленнее. Тоже довольно интересная настройка. По умолчанию она, в принципе, вам не нужна. И последние два параметра. Add — это как огибающая, то есть он будет громкость вначале с низкой до громкой поднимать. Это для того сделано, чтобы... Ну, надо послушать. Сори, сейчас эффект выключу, чтобы было все слышно. Так. Слышите? Сразу звук начинается резко. А если я выставлю, то он плавно нарастает. Decay — это задержка. Кстати, вот видно, да, когда я меняю, что он делает. То есть, видите, он подрезает начало. Decay — это как он его обрезает в конце. Видите, больше, меньше. Declick, да, declick здесь называется. Это чтобы не было кликов. То есть, если у вас сэмпл начинается не с нуля по ебающей, то он его подрежет, сделает аккуратненько, чтобы не было щелчков. Собственно, все. У нас есть сэмпл. У меня, кстати, таких сэмплов уже целая библиотека подготовленных, как готовых, каких-то скачанных в интернете, так и своих. Допустим, вот есть у меня папочка Brill Break. Здесь с разных интересных джазовых треков у меня нарезанные брейкбиты. Сейчас я, в принципе, чего-нибудь загружу, даже покажу, как они звучат. Так, слайдер, фрути, слайдер. То есть вот беру и свой собственный уже сэмпл беру. То есть вот, видите, взял, и вот звучит он вот так. То есть очень живой сэмпл. Это из композиции советского композитора Бриля. По-моему, «Утро земли», если я не ошибаюсь. Очень там классные редимы. Я оценил и наделал себе такую библиотечку. То есть вот еще вот кусочек есть. Естественно, все это мы можем переставлять, там усложнять, каким нам нужно образом. То есть из звуков, по сути, старых треков создавать новые. То есть очень часто это нужно. Так, удаляем. Теперь вернемся к нашей композиции. Как я в данном случае сделал. Заготовка. Я сложил из нее вот такой ритмический рисунок. Там еще дальше есть немножко развития этого кусочка. Но вы слышите, в принципе, узнается еще Джимми Хендрикс.
Есть уже такой ритм четкий, понятный. Естественно, его нужно еще как-то развить, украсить. Выводится это все у меня в первый канал. На этом же канале по традиции всегда стоит эквалайзер от Solid State Logic, который обрезает все, что ниже 30 Гц, кашу. После него я еще поставил фильтр, потому что в данном случае я буду очень агрессивно обрабатывать этот сэмпл фильтром, потому что я хочу сделать так, чтобы, в принципе, его невозможно было узнать. В принципе, это какая-то дань Джимми Хендриксу, потому что, насколько известно, он был новатором вообще в использовании фильтров, в квакушке, в частности, эффекта. И поэтому я здесь буду придавать звучание как бы квакушки, то есть очень сильно обрабатывать фильтром на ходу. То есть вот я сейчас его включаю, фильтр, вот у него есть огибающее. Это я записывал с MIDI-контроллера, то есть слушал и как считал нужным, делал огибающее. Кроме этого, здесь также на RX2, видите, можно ударные построены. Вот. Тут, кстати, понятнее все, потому что они очень четко, оно очень правильно их обрезало. И звучат ударные, в принципе, сейчас вот, где он, вот здесь. Как-то вот так. Так, и кроме ударных здесь еще есть еще одна партия. Это, в принципе, изначально был Redeem. Слушай, сейчас вот как звучит вот так вот. Но поскольку у меня уже партия ударных есть, я иногда использую редимы, подрезаю все, что ниже где-то герц 500, видите, да? И получается очень такой сыпучий, песочный, так скажем, да, хай-хеты, то есть вот такой звук. Высокая составляющая. Ну, в паре это звучит вот так. Это ударная часть. Пока что. Кроме этого всего, здесь есть еще легкий такой мелодичный звук. Сейчас вот звучит он так вот. Собственно, вот и все. То есть всего 4 составляющих. То есть мелодичный звук, сэмпл, который я уже по своему усмотрению переставил, набросал ритмический рисунок, ударная часть и хэты. То есть больше ничего нету. Но только этими инструментами уже можно получить очень, скажем так, впечатляющие результаты. Ну, наверное, стоит послушать. Так, я сейчас буду на ходу включать части. Собственно, слышали. То есть вот из 4 простых, по сути, элементов получилась вот такая очень сильная и интересная линия, из которой можно сделать очень много. Это здесь буквально парочку баров, паттернов, то есть это минимум, который можно использовать, и то уже очень интересно. То есть если сейчас вот абстрагироваться от всего, что
включено, то есть выключить фильтры. Получим сухой звук, то есть послушаем, вот как сэмпл по-сухому звучит, да? И допустим, еще ревербератор выключим и запустим его только в паре с ударными. То есть уже можно очень сильно поиграться с синкопами, паузами, синкопами. То есть вот слушаем, да? Вот вы слышите, собственно, все понятно. Замедление в конце я сделал для того, чтобы вы понимали, как работает формат RX2. То есть я замедляю, он сэмпл каждый отдельный растягивает, при этом транспонируя, то есть и получается всегда четко привязан к сетке. Естественно, если бы вы просто вот взяли бы сэмплы и выстраивали вот здесь, то у вас бы такого эффекта не получилось, было бы много мороки. Сам этот формат и Fruity Slicer дает огромнейшие возможности по использованию техники сэмплирования. Естественно, применять это можно очень и очень широко. То есть обычно это применяется в написании ремиксов, но если вы пишете drum and bass, опять же хип-хоп, то у вас это основа всего, и то есть технику сэмплирования вы должны освоить сразу же, то есть уделить этому много внимания. И тогда у вас будут уже получаться такие вот интересные композиции. Собственно, сегодня все. Большое вам спасибо. Ожидайте следующей главы. До новых встреч.